В прошлой серии я вам рассказал о нашем нелегком пути в зону отчуждения. В отличие от предыдущей поездки в ЧЗО, наш путь пролегает по гораздо более оживленным в плане охраны местам. Поэтому пришлось идти в темное время суток. Мы пробирались по высокой траве, форсировали реки, нас подводила техника и преследовали волки. Тем не менее, мы добрались до одной заброшенной деревни и полностью вымотанные остались на ночевку в одном из хорошо сохранившихся домов. Так как проснемся уже засветло, то для выдвижения в Припять нам придется ждать вечерних сумерек. И у нас появляется целый день, чтобы изучить и показать вам, как выглядит одна из покинутых деревень спустя несколько десятилетий. Это наушники Beats! Я их купил в магазине beatsbeats.ru. Они отличаются великолепным качеством и суперским дизайном. Кстати, beatsbeats.ru доставит эти наушники в любой город и огород России. А также только на beatsbeats.ru при покупке наушников вы можете получить несколько подарков. Пуэр, нож-визитка, наушники, капельки, колонка Beats Box Mini. В наличии все новые модели наушников, в том числе Beats Solo 2.0. Для постоянных покупателей и моих подписчиков предоставляется дополнительная скидка в 5%. Для ее получения при оформлении заказа нужно ввести слово «Happy». Догорали дровишки в печке. 8 часов безмятежного сна. Доброе утро, с вами МШ и компания. Мы продолжаем наш видеоблог, видеоотчет из мест Чернобыльской зоны. Мы перетопили настолько, что даже внутри стало реально жарко, поэтому сейчас вот проветриваем. Вот как-то так это все выглядит днем. Заросли крапивы, оказывается. Вот почему мы там вышагивали из того белого дома. Ой, белого дома, с той белой пристроечкой, сыроюшки там обходили. В общем, жесть. Наша задача сегодня, сейчас мы пока выдвигаться не будем. Подождем немножечко вечером, чтобы не спалиться. Хотя место здесь довольно глухое, но тем не менее. Наша задача сегодня сейчас разобраться с велосипедом, который вчера, к сожалению, подвел. Велосипед нам дал приятель, и он, походу, не особо знал вообще, в каком он состоянии. Закончился тросик переключения скоростей, оторвалась бабушечка, и поэтому переключатель зафиксировал это все дело в крайней, в нижней звезде. То есть не очень удобно ехать по пересеченной местности. Я пока хожу тут, смотрю, так осматриваясь по различным хозяйственным пристройкам. Ну, в принципе, как вам сказать, если это обычная деревня, то ничего особенного. Дом добротный, каменный дом, вход, много полторашек, но это уже, видимо, сновья. Жители деревни, я думаю, ничем не удивлю. Печки, дровишки, но, как понимаете, ох, нифига, тут вообще такой цивильняк сделан. Ага, понятно. Здесь что-то типа рама, что ли, сделано. Я надеюсь, никого здесь не застану, а то я, честно говоря, удивился бы. Блин, не, никого нету. А пахнет немножко ладаном. Нормально так. Я сейчас испугался, что это Катю потревожу какого-нибудь монаха-отшельника, который здесь живет. Но, тем не менее, такое вот местечко, ну, в общем, для верующих. Я в этой тематике немножко слабенький. Ладно, уйдем отсюда. Вот, так что, в принципе, если абстрагироваться, то ничего особенного. Обычный дом, в меру заброшенный и довольно неплохо сохранившийся, несмотря на уже количество лет, прошедших после аварии. Я тут заприметил одну вещь. Особо впечатлительным лучше не смотреть. Ну, просто реально, а то будете потом еще ругаться. В общем, немножко такое печальное событие. Видимо, уходя, закрыли дом, ушли надолго и забыли котика. Котик высох. Умер от голода и высох. Ну, такие вот печальные события. Ладно, идем дальше изучать. Еще я нашел тут такой мини-шкафчик, столик и лампа. Аж 4, как у меня в Ауди прямо. Только сгоревшая нить накала. Ладно. Отсутствует. Замочек такой душевный просто.
И крылечко на пару ступенечек из кирпича, из замшелого кирпича. Ну а это, видимо, главная дорога деревенская, по обеим сторонам от которой раньше находились дома. Вот, в принципе, единственный дом, который еще более-менее целый. Ну а дальше, я так понимаю, все вообще тлен и уныние. Конечно, прослеживаются автомобильные следы, но судя по тому, что трава не примята, появляются здесь крайне редко. Меня это радует, меня это обнадеживает. В более опасные места мы еще сумеем сунуться. А вообще, на самом деле, здесь так хорошо, что даже уезжать отсюда не хочется. Таких условий в Припяти не будет. Мы спали сегодня на нормальных кроватях, матрасах, подушки, печь, которую мы протопили, и в доме было тепло. То есть в Припяти, конечно, все будет несколько более грустно. Ну, конечно, там интереснее, да, я согласен. Поэтому, конечно, уезжать мы сегодня будем отсюда с грустью, понимая, что таких уже условий у нас не будет. Ну, ладно, нам не привыкать. Я еще сейчас чуть прогуляюсь по этой деревне. Может быть, еще чего-нибудь интересного вам покажу. Порой среди буйства растительности даже трудно увидеть дом. Вот, допустим, кустики, которые были высажены перед домом еще 30 лет назад, разрослись такие деревья, что, конечно, они очень качественно закрывают за собой фасад дома. Дом кирпичный, поэтому довольно-таки неплохо сохранился. В основном деревянные постройки уже прогнили. А я тем временем иду и думаю, насколько высоко я подпрыгну, если увижу вдалеке фигуру человека. О, плита, маленькая плита. Интересно, здесь был газ централизованный или баллонами? Скорее всего, баллонами. В реально глухие места такие. Даже когда это было все живо, здесь так далековато это все. Конец дороги, блин. А мы экономим газ и разогреваем чай себе прямо в дровах. Будет с непередаваемым ароматом. Кстати, товарищи, предугадываю, что будут комментарии из разряда: «А, МШ, ты говорил, там дрова жечь нельзя», все такое. Скажу так, мы идем немножко по другому пути, не по такому зараженному, как шли тогда. Поэтому здесь какое-то заражение начнется гораздо позже. То есть граница зоны отчуждения и граница фактического загрязнения, они не так совпадают, как по нашему предыдущему пути. Поэтому здесь все хорошо, здесь все нормально. Чай наш светиться не будет, ну и, соответственно, мы тоже сами светиться не будем после этого. Ну и, конечно, помните, что даже тогда, в ноябре, мы ловили этих засранцев на себе по несколько штук, а сейчас сентябрь, их будет еще больше, поэтому это надо учитывать. А еще мне радует наличие здесь пилы «Дружба». Уходящая в перспективу, она реально олдовая. Она реально сближает, когда ею работаешь. А еще у нас в доме здесь находится пчелиное гнездо где-то там в стене или под пологом, непонятно. Вот они как раз прополисом замазывают потихонечку щели свои. И сейчас такой гудеж начался. Где-то они там гудят, пчелки. Вон одна медоносная красавица хочет выбраться наружу. Решение бытовых неурядиц, точнее транспортных, в таких условиях. У нас вчера сломался трос, оторвалась бабушка крепления на переключателе, ну, на заднем переключателе, на монетке. Соответственно, переключатель это сбросил вообще неизвестно куда, и ехать на велосипеде было нереально. Так как троса запасного нету, сейчас вот решаем эту проблему. Я сейчас зафиксирую трос в одном положении, чтобы как бы велосипед стал односкоростным. Ну ладно, черт с ним. Главное, что я тут думал, где найти гаечку с болтиком, и нашел здесь крепление от датчика. Таким образом, хитро мы решили эту проблему. То есть трос зафиксирован вот этим вот магнитиком, и переключатель жестко закреплен. Ни туда, ни сюда не может двигаться. Вот такие вот дела. Так вот изгаляемся. Сейчас будем на другую звезду перебросим, чтобы поудобнее было. Держи давай переключатель. Я вот сейчас чуть-чуть смещу. Мы тебе на более скоростную, да, делаем. Пожелание заказчика. Закон. Ё-моё. Так, третья. Тебе же нужна вот эта, да? Да, да. Вот. Смести чуть-чуть в четвертый, потому что он сейчас небольшую слабину даст. Сюда, да? Вот. Ага. Так и держи. А я здесь тогда затяну. Колхоз стайл, блин. Проскакивает? Да.
Это, видимо, звезда раздрочена просто. Звезда раздрочена. Еще проблема у этого велосипеда в том, что у него уже цепь растянута, звезды тоже, соответственно, зубцы разошли в стороны. Те, кто смотрел мой лайв, как я апгрейдил велосипед, должны немножко понимать, быть в курсе событий. Конечно, самая главная ошибка, что велосипед мы этот брали в самый последний момент, то есть нам его дал приятель, и возможности его обкатать не было, то есть обкатываем его сразу здесь. Собственно говоря, сразу здесь я обкатываю и эту камеру новую, и, в общем, все, что можно, обкатываю. Поэтому я, наверное, когда приеду домой, буду очень сильно ругаться на то, что там получилось, на то, что я отснимал. Но вот пока ничего, мне нравится, цветопередача хорошая. Голь на выдумку хитра. Отпускай. Вот он у тебя четко, в принципе, стал на третий. Давай, испытывай. Довольный клиент уехал по делам. Веломастерская в ЧЗО. Спросите МШ. Деревенский руф. Я залез на крышу, дабы немножко позагорать и попробовать поймать какую-нибудь сотовую связь. Пока пережидаем день и ждем вечера, чтобы выдвинуться дальше, я тут повалялся и классно позагорал. 4 сентября загорать в условиях нахождения Чернобыльской зоны отчуждения — это, конечно, крайне непривычно для меня, но все-таки как есть. Здесь климат южный, тепло, хорошо. Ну и солнышко, благо, позволяет. Короче, надо немножко облиться водичкой. У меня там давным-давно, пару месяцев назад, ну как, это когда вы смотрите это видео пару месяцев назад, так-то это было пару недель назад. Мне там кидали Ice Bucket, что-то там челлендж. В общем, нужно типа облиться холодной водой и немножечко помочь благотворительности. Я сейчас пока не могу заняться благотворительностью, потому что у меня даже интернета нету никакого. Но облиться водой, хоть и не со льдом, но из колодца, я вполне могу. Главное, сильно трусы не намочить. Так что вот, господа, из практически сердца Чернобыльской зоны специально для вас. Ну, кажется, я трусы намочил. Бывает. Вот такие дела сейчас. Блин, ребята, вообще кайфово. Подписываемся. Серега молодец, надыбал из звездки, сошкрябал, размочил ее в воде и замазал всякие разные надписи. Потому что, как говорится, нефиг портить стены. Домик вот такой вот намного приятнее, чем закрашенный всякими разными надписями. Вот так вот. Сохраним зону для потомков. Продолжаю вести свой блог деревенских будней в ЧЗО. Пойдем прогуляемся немножко до церкви и до кладбища этой деревни. Я переключил свой дозиметр в режим поиска, ну и мы видим, что никакого криминала здесь нету. Деревня находится недалеко от границы с Чернобыльской зоной, точнее с нормальным миром, скажем так, если смотреть отсюда. Поэтому здесь пока все ок. Веселье начнется дальше вглубь. Ну, вопреки всему, вот деревянный домик стоит с целыми окнами и сам по себе довольно живенький. Может быть, дело в том, что на время аварии жители этого дома прогрессивно выстлали крышу металлической жестью, а не шифером, поэтому и крыша особо не течет, и дом еще довольно такой целый. А вот этот дом уже не такой целый. Тоже дом, окна некоторые целые, стекла, а крыши уже нету. Сейчас, конечно, только начало осени, нету такого гнетущего эффекта, как тогда, когда мы в ноябре ходили. И тем не менее, представьте, да, лето, дети приезжают к своим бабушкам в деревню отдохнуть. Здесь детские крики, веселье. Ну, сентябрь уже пора вовсю, пора приготовления всяких разных заготовок, варенье, соленье и так далее. В общем, суета идет. Хотя, в принципе, нет, уже сентябрь, детей в школу забрали. Но все равно жизни явно больше было намного. А сейчас как-то очень так иногда становится не по себе, когда видишь эти дома, которые проглядывают там через деревья. И, в общем, как-то оно не очень уютненько, несмотря на то, что зелень, солнце, тепло и красота. Покидая дом, его хозяин закрыл ставни, перекрыл таким металлическим прутком, чтобы они не открылись. Но
дому не повезло. Крыша провалилась, там уже вовсю растут всякие разные деревья. И скоро он провалится, обвалится внутрь. Нашли первую металлическую деталь в деревне. Бак такой для воды. На самом деле я бы так и остался с мнением, что это бак. Но табличка мне подсказала, что это водораздатчик унифицированный. Унифицированный, такое слово необычное. Главное производство его 1986 год. То есть, видимо, в год аварии его сюда завезли. А производство — это завод Манкентживмаш. Я даже от такого никогда не слышал. Вот такие дела. Сейчас померим, сколько фонит от этого раздатчика. Снаружи всего 9 микрорентген. Сейчас запихнем дозиметр внутрь. Внутри того меньше, всего 7 микрорентген. Так что здесь, наверное, вообще самое безопасное место в ЧЗО. Ну и пройдя практически до конца деревни, мы увидели вот такой вот высохший, наверное, дуб, такой раскидистый был. И кладбище. Вот там буквально за дубом видна относительно свежая или ухоженная могила. Чуть дальше мы видим остатки, видимо, церкви. Ну, сейчас посмотрим, какого года здесь, ну так, захоронение, скажем так. Насколько я знаю, в Чернобыльскую зону пускают раз в году. Сейчас точно не помню, вроде как раз на годовщину аварии, может быть, какой-то другой день. В общем, люди могут приехать, навестить могилы, навестить свои дома. Ну, в общем, как-то помянуть, потому что, как вы понимаете, эта катастрофа, авария затронула многие аспекты жизни простых людей. Ну и вот 1992 год, то есть 90 лет прожил этот человек и был здесь похоронен. Похороненного здесь человека не стало в 1957 году. Но видно, что родные сюда приезжают и ухаживают за могилой. Молодцы. Не забывают. Это достойно, потому что в наше время больших скоростей, большого количества дел, к сожалению, об ушедших очень быстро забывают, и могилы довольно быстро зарастают. Вот такие вот дела, ребята. Дата захоронения 2011 год. То есть можете представить, да, что буквально вот несколько лет назад, 3 года назад сюда привезли тело и похоронили. Вот такие вот дела. Я хочу вам сказать, что несмотря ни на что, жизнь в Чернобыльской зоне отчуждения теплится. Теплится она благодаря нам, таким вот сталкерам, не сталкерам, ну, в общем, любителям таких вот заброшек, романтикам. Теплится благодаря памяти людей, которые здесь жили, которые сюда приезжают вспомнить, которые вот приезжают похоронить родственников, потому что у них наверняка было много воспоминаний, связано с этими местами. Теплится она благодаря непосредственно той работе, которая проводится над ликвидацией этого радиоактивного захоронения, заражения всем этим пунктом обработки, пунктом захоронения, строительству арки, ликвидации энергоблока и так далее. Поэтому, конечно, хоть вроде и пусто, ни одного человека вокруг, но все равно жизнь идет. Хотя, конечно, такая в несколько такой извращенной, скажем так, форме. Вот так вот выглядит православная жизнь в Чернобыльской зоне отчуждения. Церквуха. Не знаю ее истории, не могу ничего рассказать. Это вагончик, видимо, такой переделанный. Даже телефон оставлен. Как-то немножечко так жутковато города Чернобыля. Давайте обойдем немножко вокруг. Посмотрим, что здесь творится. Ступеньки. Каски. Интересно, каски. И стол. Даже не знаю, здесь как будто какое-то заседание ведется. А вот и вход в церковь. Рядом лежит выкошенная трава, по которой можно судить, что здесь бывают люди. Но, в принципе, да, здесь более-менее ухоженная дорожка. Вот, давайте пройдем внутрь, что ли, посмотрим, как тут что. Стоят леса. Такое чувство, что здесь пытались что-то немножко отремонтировать. Но, видимо, дело не очень пошло. Ну, конечно, да, здесь работы-то на самом деле очень много. Хоть стены сохранились и в относительно неплохом состоянии, крыши нету. А крышу поставить, сами понимаете,
это не самая простая задача. Доски. А это я даже не знаю, я в православной тематике не очень силен. Это может быть приход или, да, алтарь, как он там правильно называется. Я нахожусь, в принципе, в святая святых этой церкви посреди деревянных строительных лесов. Здесь есть крыша, находятся иконы, крест, свечи. Ну и лестницы, видимо, по ним там обслуживают, чтобы крыша не текла. Так что вот так это выглядит. Православная жизнь Чернобыля. Знаете, я, конечно, хоть и Фома неверующий, да, и атеист, так уж получилось, но тем не менее я все-таки вот за такую веру, которая идет вот несмотря ни на что, несмотря ни на аварии, ни на какие горести, есть деньги, нету денег, а не то, что творится у нас в больших городах, да, и, наверное, в других местах, когда попы конвейером отпивают за деньги умерших там, ну и так далее, делают различные платные услуги. Так что честь и хвала тем, кто здесь поддерживает жизнь в этом храме. Ладно, пойдем что-нибудь еще посмотрим, прогуляемся. Кстати, у дуба один сук отвалился, упал и повис на другом суку. В принципе, если его немножечко снять, можно замутить офигенный Angry Birds вживую. Больше в деревне мы ничего интересного не увидели, поэтому дождались вечера, перекусили и готовы рвать в путь. Сейчас чуть-чуть засниму для вас сумеречные дороги, но потом вообще мы будем стараться ехать по темноте, чтобы войти ночью в Припять. Ну вот так вот, господа, мы стартуем, немножечко покатаемся на велосипедике по ЧЗО. Очень красивые виды заката, особенно еще зная, где мы находимся. Наш путь-дорога ведет вон туда вот. Нам ехать не 1 километр, несколько десятков. Для велосипеда это не особо много, но главное не нарваться на патруль. В общем, красота и страх нас ждут впереди. Мы едем по дороге и просто вот понимаешь, насколько природа со временем берет свое. Знак «Уступи дорогу». По этой дороге, автомобильному шоссе, когда-то ездили автобусы, ездили машины, ездила техника. А сейчас лишь велосипедист
пеший путник. Ну и, в принципе, конечно, легковушка тоже пройдет. Но сказать, что это двухполоска когда-то была, очень, даже сказать, невозможно. Лес. А что будет лет через 30, ребята? Как вы думаете? Нормальные люди всегда все делают загодя. Мы, как чисто россияне, делаем все по факту. Сейчас заскрипела цепь просто сильно у нашего товарища. И немножко колеса подсдулись, поэтому, проехав довольно опасный участок по трассе, метров 500 мы просто гнали со всей дури. Мы сейчас немножечко смажем ему цепь, чтобы меньше скрипело. И гоним дальше. На самом деле, чуть меньше половины ЧЗО мы уже проехали. На велосипеде одно удовольствие гонять. Но таскать их по полю — это реально задница. Вот. Так что катайтесь на велосипедах, любите велоспорт. Имейте с собой насос. Половина нашего пути проходит, конечно, в знатной темноте. Иногда слышно, как воют волки. Ну, а вот здесь мы уже натыкаемся на явные признаки того, что, как говорится, я вам не вру. Птаров, чистоголовка. И знак. Сейчас давайте быстренько измерим уровень радиационного фона и поедем дальше. Процесс измерения. 53 микрорентгена. Ну, не так, чтобы много, но с другой стороны я удержу высоко над землей. И поэтому я думаю, что если зайти туда, за эти значки, можно получить намного сильнее. Ладно, гоним, ребята. Нам до Припяти осталось километра 3. Из них, ну, в принципе, это все будет самые опасные километры. Потому что в любой момент нас может ждать засада в лице машины с приглушенными фарами, которые нас уже доставят куда надо. 103 микрорентгена. Вот, так что пожелайте нам удачи. К сожалению, заснять к вам такой же экшен, как в прошлый раз, уже не получится, но тут мы вынуждены немножко действовать иначе. И ночью. Все, мы погнали. Прошло буквально минут 20. Мы, конечно, кочегарили на велосипедах как шальные. И мы находимся в Припяти. Дома, дома, дома. Опять это жутковатое немножечко ощущение покинутости. Фу, блин, да, аж не по себе немножко становится. А вот так вот выглядит фонарик в окнах. Ух, подсветочка. Да, выглядит немножко сюрреалистично. Юху! И вот снова мы обустроили небольшое лежбище морских котиков в домике. Греется вода, в котором будем варить наши ништяки. Вовсю работает мобильный пункт подзаряда. И мы готовимся к завтрашним приключениям в городе Припять. Так что добавить к этому мне больше нечего. Остаемся на канале, лайкаем, подписываемся, репостим, рассказываем друзьям и ждем следующего видео. С вами был МШ и компания. Пока-пока.